Была глубокая ночь, и Юля спокойно спала в своей постели, когда ее разбудил привычный шум в прихожей. Сначала это был грохот, потом скандалящие голоса. Как всегда, старшая сестра явилась пьяная с очередной гулянки, и сейчас родители выясняют с ней отношения. А что толку? Оксанка плевать хотела на все их нравоучения. Ей 18, и она живет вполне себе взрослой жизнью. Парни, пьянки, ночные загулы. Юля знала, сколько бы сейчас родители не пытались урезонивать сестру и взывать к ее совести, это все бесполезно. Юля повернулась на другой бок и прикрыла ухо одеялом, чтобы не слышать ругань из прихожей, и снова уснуть. Ей с утра вставать в школу. Потом наступал новый день, и были новые проблемы с Оксаной. Родители боролись за дочь как могли. И когда девушка вылетела из колледжа и целый год гуляла в свое удовольствие, они всеми правдами и неправдами уговаривали ее продолжить обучение. И запихнули таки на платное обучение. Хотя для их семьи это было нереально дорого. В семье началась жесточайшая экономия, чтобы родители могли оплатить учебу непутевой дочери. Но младшую дочь, Юлю, это не особо напугало. Девочка и так привыкла себе во всем отказывать и не доставлять родителям лишних хлопот, понимая, что денег в семье мало. Юля, в отличие от старшей сестры, училась на отлично, и у нее были все шансы поступить в институт на бюджетной основе. А когда девочка заканчивала школу, Оксана сбежала из дома. Тогда-то родители и узнали, что учебу она забросила и в этот раз. И вся экономия, все деньги, вложенные родителями в обучение старшей дочери, все это пошло прахом. Оксана сбежала, оставив родителям записку с просьбой не пытаться ее разыскать. Она встретила свою судьбу и уезжает с ним. Что это была за судьба, которую нельзя представить родителям? Оставалось только догадываться. Ведь порядочных парней в окружении Оксаны отродясь не водилось. Девушку привлекали только гуляки и бандиты. Конечно же, просьбу старшей дочери родители не сдержали и пытались ее искать. Но все их попытки оставались безуспешными. Закончившая к тому времени 11 классов Юля, как и планировала, успешно поступила на бюджетное отделение университета. Дома царила весьма тягостная атмосфера. Мать на глазах старела от переживаний за Оксану. И чем больше они искали дочь и разочаровывались, тем больше морщинок появлялось на мамином лице. Юле, как всегда, в семье доставалось минимум внимания. Когда она начала встречаться с парнем ближе к старшему курсу, родители этого даже не заметили, пока она не привела своего Никиту к ним знакомиться. Юля с Никитой планировали сыграть свадьбу сразу после окончания обучения в институте. И родители невесты, кажется, даже немного оживились. Начали откладывать деньги на предстоящее событие. Планируют, в каком ресторане будут гулять. Юля была счастлива. Наконец-то внимание родителей досталось и ей. И мама начала потихоньку оживать. Вспомнила дорогу в парикмахерскую, собиралась привести себя в порядок к свадьбе дочери. До назначенной даты свадьбы оставалось пару месяцев, когда как гром среди ясного неба им на голову свалилась похудевшая Оксана. На ее лице, казалось, оставались одни глаза, а под ними черные круги. Худоба девушки была слишком неестественной. Юля вернулась со свидания с Никитой и застала сестру дома. Сестра плакала и жаловалась на свою несчастную судьбу, а рядом плакала мама, держа за руку свою вернувшуюся дочь. Юля понимала, нужно быть, конечно, эгоисткой, чтобы жалеть о возвращении сестры домой, но тем не менее она жалела. Жалела о том, что Оксана решила появиться именно сейчас, а не после ее свадьбы. Старшая сестра опять оттянула внимание родителей на себя. И, как оказалось, не только внимание. Не зря Оксанина худоба сразу же показалась им неестественной. Этому была причина.
Когда девушка покидала отчий дом, она имела пристрастие только к алкоголю, а вернулась домой с куда более тяжелой зависимостью. Об этом родители догадались почти сразу, по пропавшим из дома вещам и по исколотым рукам дочери. И свадьба Юли, конечно же, отошла на второй план. Как-то вечером мама подошла к ней поговорить. «Юля, ты знаешь, мы откладывали деньги на твою свадьбу. Скопилось нормально. Но ты же сама видишь, что творится с твоей сестрой. Ей нужна помощь. Мы с отцом посоветовались и решили положить ее в клинику, где лечат наркотическую зависимость. Это все очень дорого, и отложенные средства мы вынуждены будем потратить на это. Ты ведь и сама понимаешь, это всего лишь свадьба. А с другой стороны, на кону жизнь твоей сестры. Извини». А Юля не обижалась. Она все понимала. Да, конечно, если Оксане сейчас не помочь, сама она остановиться точно не сможет. Юля поговорила со своим женихом, и он ее поддержал. «Ладно, ничего страшного, Юляш, не расстраивайся. Конечно, твоей сестре помощь нужнее, чем нам. Ничего, сыграем свадьбу поскромнее, чем рассчитывали, на мои небольшие сбережения и на деньги моих родителей». Но родители Никиты не поскупились, и свадьба была довольно приличной, в том самом ресторане, в котором они рассчитывали изначально. Юлины родители на свадьбе вели себя очень сдержанно, почти не веселились, тихонько сидя за столом. Родители жениха сочли это за смущение от отсутствия материальной помощи. Родители невесты не смогли оказать финансовую помощь для свадьбы, и поэтому смущаются, так думали окружающие. И только Юля знала, что это неправда. Ее родители не веселились, потому что все их мысли были сейчас далеко, там, в клинике, где была Оксана. Они переживали за нее. Шло время, и Оксана вернулась домой. У нее получилось справиться со своими пагубными пристрастиями, и она стала вполне нормальным человеком. Так как никакого образования девушка получить так и не смогла, она устроилась продавцом в супермаркет, где и познакомилась со своим будущим мужем. Парень, как и она, не хватал звезд с неба, работая курьером в интернет-магазине. Первое время после этого, как Оксана с мужем расписались, они стали жить у родителей невесты. У Юли с Никитой к этому времени все складывалось прекрасно. Они были очень целеустремленными и работящие. После окончания института сразу же устроились на вполне престижные должности. Приобрели себе двухкомнатную квартиру, взятую, правда, в ипотеку, но молодых людей это не пугало. Юля пришла к родителям с намерением обрадовать их приобретением квартиры, но заметила, что это известие как раз наоборот огорчило маму с папой. Мама скорбно поджала губы. «Ну как же так? Взяли ипотеку, не посоветовавшись с нами? Влезли в кабалу. Оксана с мужем тоже хотели бы свое жилье, но они не могут себе этого позволить. Ипотеку им не одобрят». «Ну да ладно. Коль вы так решили, мы тоже с отцом приняли решение. Мы продаем свою квартиру и покупаем квартиру Оксане. По квадратуре почти такой же, как наша, правда, на окраине. Но это ничего, Оксана согласна. Зато там жилье намного дешевле, и нам останется еще денег купить себе комнату барачного типа. Что, нам с отцом много не надо под старость лет». Юля обиженно молчала. Как же так? Ведь если по-честному, квартира родителей осталась от бабушки и должна унаследоваться ими с Оксаной. Почему же опять такая несправедливость? Но девушка и в этот раз сумела проглотить свою обиду. Тем более муж ее во всем поддерживал. «Ладно, что ты, Юль? Это их квартира. Пусть делают, что хотят, а мы с тобой и сами заработаем». Прошло пару лет. Оксана с мужем жили в приобретенной родителями квартире, а сами родители ютились в тесной комнатушке. Отец подрабатывал, а мама была на пенсии. Они часто приходили к Юле в гости, и мама все время плакалась
на нехватку денег. Девушка и сама это видела, когда приходила к ним. В доме были только дешевые продукты, так, чтобы с голоду не умереть. И Юля начала активно помогать родителям деньгами, хотя постоянная нехватка у них средств наводила ее на мысль, что все деньги они отдают Оксане. И, конечно же, в этих своих предположениях она оказалась права. Никиту подняли в должности и повысили ему зарплату почти вдвое. Да и у самой Юли с карьерой было все благополучно. И молодые задумались о ребенке. Пока это было, конечно, в планах, но в планах на ближайшее будущее. И они с радостью решили поделиться этими планами с пришедшими в гости Юлиными родителями. Но вместо радости они увидели на мамином лице испуг. Женщина почти закричала: «Нет, Юля, только не сейчас!» «Почему не сейчас, мама? В чем дело? Мы все подсчитали, мы можем потянуть ребенка финансово», с недоумением спросила девушка. «В том-то и дело, что вы можете и финансово, и по здоровью, а вот Оксана нет. У нее, как оказалось, проблемы со здоровьем, и завести ребенка у них с мужем никак не получается. Ей необходимо пройти обследование, а потом лечение». Юля, чтобы не выдать своих чувств, опустила глаза, теребя край футболки. «Мама, а как ты думаешь, почему у нее такие проблемы со здоровьем? Может быть, сказался ее образ жизни?» «Да, сказался», — с вызовом ответила мать. «Ну и что теперь? Мы до конца жизни ее будем этим попрекать. Пора уже все и забыть. Оксана исправилась, у нее хороший муж, и ему хочется ребенка. Мы ведь за этим к вам сегодня и пришли, за помощью. Когда ты сказала, что Никите повысили зарплату, мы поняли, что сможем помочь Оксане с лечением. Давай так, вы отложите планы на ребенка на время. У вас не горит, вы еще молодые, пусть сначала Оксана родит. Сейчас вы должны немного поэкономить и отдавать зарплату Никите и Оксане. Ничего страшного, прижметесь немного, урежете себя в чем-то. Вы вот, я смотрю, шикарно живете, ни в чем себе не отказываете. А в квартире Оксаны, сами знаете, там все более чем скромно. Давайте переходите на режим экономии, и Оксана пройдет обследование и лечение». Женщина щебетала уже даже весело, говорила об этом как о само собой разумеющемся, ни капельки не сомневаясь, что Юля, как и всегда, не откажет им. Но Юля неожиданно вскочила с места, став перед родителями прямая и несгибаемая, как каменный столб. Она посмотрела матери прямо в глаза и твердо сказала: «Нет, хватит. Всю мою жизнь вы обделяли меня ради Оксаны. Но это были ваши средства, и я не могла за вас решать. Вы распоряжались ими так, как считали нужным. Да и я последние годы, когда помогала вам деньгами, вы думаете, я не понимала, куда уходили эти деньги? А мы ведь с мужем платим ипотеку, но вас это никогда не волновало. Но сейчас я говорю: нет, не рассчитывайте больше на нашу финансовую помощь. Это мое последнее слово. И я прошу больше к этой теме не возвращаться. Обижаетесь вы или нет, ваше дело. Вам всегда рады в этом доме, но если вы еще раз заикнетесь о финансовой помощи Оксане, я укажу вам на дверь». Родители покидали квартиру младшей дочери, как побитые собаки. Отец молча, а мать бормотала себе под нос о неблагодарной дочери, которую они растили в любви, а она наплевала им в душу. После того, как за ними закрылась входная дверь, Никита подошел к жене, все еще стоящей прямо, как бы застывшей на месте. Она спросила: «Ну что, Никит, что ты мне скажешь?» «А что я могу тебе сказать? Это твои родители и твое решение, а я всегда тебя поддержу. Но надо признаться, я давно этого ждал. Ты молодец».